Если вы ездили в поезде дальнего следования, вы наверняка видели эту табличку «Туалет закрыт». Проводник вешал ее минут за 20 до крупной станции и снимал только когда город оставался далеко позади. Пассажиры злились, стучали в дверь, спрашивали, почему нельзя, и почти никто не задумывался о настоящей причине. А причина была простая до неприличия. Все, что вы смывали в вагонном унитазе, не уходило ни в какой бак. Оно падало прямо на рельсы под вагоном. Не по ошибке и не из-за поломки. Именно так эти туалеты и были спроектированы. И работали они так больше 100 лет на всех континентах. Сегодня табличка исчезла почти везде, и туалет открыт даже на стоянке. Значит, у отходов появился конкретный маршрут и конкретное место назначения. В этом видео мы пройдем этот маршрут до самого конца. Поймем, откуда берется оглушительный хлопок при смыве и что общего у поезда с самолетом. И узнаем, как одна страна решила эту проблему с помощью бактерий, найденных в Антарктиде. Досмотрите до конца. Финальная точка этого маршрута окажется куда ближе к вашему дому, чем вы думаете. Устройство, о котором идет речь, инженеры называют гравитационным или прямоточным туалетом. И название говорит все. Никакого хитрого механизма внутри нет. Есть унитаз, есть труба и есть открытый выпуск в днище вагона. Между вашим сиденьем и щебнем под колесами меньше метра прямой трубы. Вы нажимали педаль, из бачка над головой шла вода, и содержимое просто падало вниз под действием собственного веса. Дальше его подхватывал набегающий поток воздуха и разбрасывало вдоль полотна на скорости. Отсюда, кстати, и старая привычка не открывать крышку слива на полном ходу. Снизу тянуло холодом, пылью и всем, что летело из-под колес. Почему так вообще строили? Потому что для инженера начала 20 века это было идеальное решение. 0 движущихся частей, которые могут сломаться, 0 насосов, которым нужна энергия, 0 лишнего веса, который вагон везет через всю страну, и 0 обслуживания. Туалет не нужно опорожнять, промывать и подключать к чему-либо на конечной станции. Была и философия, которая все это оправдывала. В санитарной инженерии того времени господствовал принцип, который на английском звучит как «dilution is the solution» — решение в разбавлении. Логика такая. Если отходы распределить тонким слоем по огромной территории, природа справится сама. Поезд идет со скоростью под сотни километров в час, и за сутки состав растягивает содержимое своих туалетов на 1000 километров пути. Концентрация в любой отдельной точке получается ничтожной. Единственным ограничением были населенные пункты, поэтому появились так называемые санитарные зоны — участки, где пользоваться туалетом запрещалось. Города, крупные станции, мосты, тоннели. Отсюда и та самая табличка, и раздраженный проводник у запертой двери. Схема работала. Ровно до тех пор, пока кто-то не начал считать, во что она обходится самой железной дороге. Чтобы понять цену, нужно посмотреть на то, что лежит под рельсами. Щебень между шпалами — это не декорация и не подсыпка, чтобы ровнее. Это балласт, один из ключевых элементов конструкции пути. Он равномерно распределяет нагрузку от колес, гасит вибрацию и удерживает геометрию рельсовой колеи. Но главная его работа — дренаж. Между камнями есть пустоты, и вода после дождя должна свободно проходить сквозь них вниз в грунт. Как только эти пустоты забиваются, балласт перестает быть балластом. Он превращается в плотную, слежавшуюся массу, которая держит воду вместо того, чтобы ее отводить. Путь начинает дышать под составом. Появляются просадки, геометрия колеи уходит, и участок требует внеплановых работ. Инженеры называют это загрязнением балластом, и органика из вагонных туалетов десятилетиями была одним из его источников, вместе с бумагой, солями и остатками моющих средств. Дальше — металл. Отходы человека содержат соединения, которые ускоряют коррозию стали. Рельсы, крепеж, металлические конструкции мостов и эстакад
получали постоянную химическую нагрузку в тех местах, где составы шли особенно плотным потоком. Ремонт таких участков стоит денег, и деньги эти платит инфраструктура, а не вагон. Но самое неприятное касается людей. Путевые обходчики и ремонтные бригады работают руками в этом самом балласте. Они меняют шпалы, подбивают щебень, проверяют крепления. В Великобритании профсоюзы железнодорожников годами поднимали этот вопрос напрямую, требуя убрать прямоточные туалеты именно из соображений санитарной безопасности рабочих. Тема доходила до парламентских запросов. И вот здесь становится видна главная инженерная нечестность старой схемы. Прямоточный туалет ничего не стоил вагону, но он перекладывал свои издержки на путь, на мосты и на людей, которые за всем этим ухаживают. Экономия была не настоящей, ее просто перенесли туда, где ее никто не считал. Решение выглядит очевидным. Раз нельзя сбрасывать на путь, нужно копить. Ставим под вагон герметичную емкость. Туда все стекает, а на конечной станции содержимое откачивают. Такая система называется накопительным баком — retention tank. Идея настолько простая, что кажется, будто ее могли внедрить еще 100 лет назад. Но как только инженеры начали проектировать это всерьез, посыпались проблемы, о которых пассажир не думает никогда. Первое — вес. Полный бак — это сотни литров. Значит, вагон тащит через всю страну лишнюю тонну груза, который не приносит ни копейки. На длинном составе это уже десятки тонн мертвого веса, лишний расход топлива и лишний износ. Вторая — запах. В закрытой емкости под полом органика начинает разлагаться, и без вентиляции, дезодорирующих жидкостей и правильной герметизации туалет становится непригодным для использования уже к середине рейса. Третье — холод. Поезд идет зимой, бак висит снаружи, под днищем, где температура точно такая же, как за окном. Замерзающая жидкость расширяется и разрывает трубы и клапаны. Значит, нужен подогрев бака, подогрев трубопроводов, датчики температуры и питание для всего этого. Но убийственной оказалась четвертая проблема — объем. Обычный смыв в старом туалете расходовал порядка 8-10 литров воды. Умножьте на количество посещений за сутки на полный вагон пассажиров, и станет ясно. Бак заполнится задолго до конечной станции. Чтобы он вмещал весь рейс, его пришлось бы сделать размером с половину вагона. И вот здесь возникает развилка, которая определила все дальнейшее. Накопительный бак не имеет смысла до тех пор, пока туалет расходует много воды. Значит, задача не в баке. Задача в том, чтобы радикально, в разы, сократить расход воды на один смыв. Решение нашли не на железной дороге. Его позаимствовали у авиации. Вакуумный туалет придумал шведский инженер Йоэль Лилендаль еще в конце 60-х годов. Сначала его применяли на судах, затем технологию подхватила авиация, и уже оттуда она пришла на железную дорогу. Принцип у нее принципиально иной. Обычный унитаз двигает содержимое силой тяжести и массой воды. Вакуумный — разностью давлений. Насос откачивает воздух из системы труб и создает в них разрежение. Когда вы нажимаете кнопку, клапан на дне чаши открывается на долю секунды. Атмосферное давление в кабине оказывается заметно выше, чем в трубе, и воздух устремляется туда, увлекая за собой все содержимое. Не смывает, буквально выстреливает. Теперь главная цифра. Вакуумному туалету вода нужна не для транспортировки, а лишь для того, чтобы ополоснуть поверхность чаши. Расход падает с 80 литров примерно до половины литра на смыв. Это сокращение в 15-20 раз. И вот теперь накопительный бак разумного размера спокойно выдерживает весь рейс. У системы есть и второй, менее очевидный подарок. Раз содержимое движется под давлением, трубу больше не нужно вести строго вниз. Ее можно поднять, повернуть, провести под потолком или вдоль стены. Это развязало руки конструкторам. Туалет стало возможно разместить почти в любой точке вагона, а бак поставить туда, где для него есть место.
И самое важное для пассажира — санитарная зона больше не нужна. Ничего не падает на путь, а значит, дверь можно не запирать ни на станции, ни на мосту, ни в городе. Ну и на всякий случай про миф. Никакой вакуум не способен присосать человека к сиденью. Разрежение возникает только за клапаном, в трубе, а клапан открывается лишь при закрытой чаше и на доли секунды. Физически удерживающей силы там просто неоткуда взяться. Итак, бак под вагоном полон. Поезд приходит на конечную станцию, пассажиры расходятся, состав уводит на пути отстоя или в депо. И вот здесь начинается та часть маршрута, которую не видит вообще никто. К вагону подъезжает специализированная машина. По сути, ассенизационная цистерна с вакуумным насосом. Либо, если станция крупная, состав загоняют на стационарный пост слива, где все уже проложено под путями. Работник открывает лючок в нижней части вагона, под которым скрывается сливной штуцер — стандартный быстроразъемный фитинг. К нему пристыковывают рукав, включают откачку, и содержимое бака уходит наружу за считанные минуты. Дальше бак не просто пустеет. Его промывают чистой водой под давлением и дезинфицируют, потому что остатки органики на стенках — это будущий запах и будущее размножение бактерий. Параллельно заправляют бак свежей водой для смыва и заливают в систему специальную жидкость. Она подавляет запах и не дает содержимому загустеть. Все это входит в стандартную процедуру экипировки вагона, наравне с постельным бельем и питьевой водой. А теперь ответ на вопрос из заголовка. Куда все это уезжает? Откачанное содержимое попадает либо напрямую в городскую канализацию через приемный колодец, либо цистерной довозится до ближайших очистных сооружений. И там с ним происходит ровно то же самое, что и с содержимым вашего домашнего унитаза. Сначала механические решетки задерживают крупный мусор, затем отстойники, где тяжелые частицы оседают на дно. Потом аэротемки, резервуары, где активный ил, живая колония микроорганизмов, поедает растворенную органику. В конце — обеззараживание и сброс очищенной воды в водоем. Никакой экзотики. Финальная точка маршрута отходов из скорого поезда — та же самая городская станция очистки, что обслуживает жилые кварталы. Именно об этом я говорил в начале. Конец пути оказывается гораздо ближе к вашему дому, чем кажется. Технология есть, выгода очевидна, вред доказан. Казалось бы, замена должна занять 3 года. На деле переход растянулся на десятилетия. И причина в вещи, о которой обычно забывают. Пассажирский вагон живет 30, а иногда и 40 лет. Это огромная инвестиция, и списывать исправный вагон только из-за туалета никто не станет. Значит, у железной дороги есть всего 2 пути. Либо ждать, пока старый парк доработает свой срок естественным образом, либо переделывать вагоны при капитальном ремонте. А это не поменять унитаз, а перестроить целый узел, врезать бак, проложить новые магистрали, поставить насос, подогрев, датчики и питание. Дорого, долго и по одному вагону за раз. И это только половина задачи. Вторая половина — на земле. Вагон с баком бесполезен, если его негде опорожнить. Значит, параллельно надо строить пункты слива на десятках станций, закупать ассенизационные машины, обучать персонал и встраивать все это в график оборота составов. Ни один из этих шагов не работает без остальных. Именно поэтому прямоточные туалеты дожили до совсем недавнего времени в самом центре Европы. В Великобритании эта тема годами обсуждалась публично. Экологи, профсоюзы путевых рабочих и парламентарии требовали покончить с наследием, которое продолжало осыпаться на пути. Оператор за оператором объявляли сроки. Сроки сдвигались, потому что упирались все в те же старые вагоны и в те же деньги. Полностью убрать такие туалеты с британской сети смогли лишь в самые последние годы. Более состоятельные железные дороги — швейцарские, немецкие, скандинавские — прошли этот путь раньше, но и они шли поэтапно, вагон за вагоном, поколение подвижного состава за поколением. Вывод получается почти философский.
Внедрить технологию — это не про изобретение. Это про то, чтобы переставить тысячи железных объектов, каждый из которых стоит как квартира, и построить под них новую инфраструктуру. Медленно, скучно и очень дорого. А теперь страна, где эта задача выглядела попросту нерешаемой. Индийская железная дорога перевозит порядка 20 миллионов пассажиров в сутки. Парк — десятки тысяч вагонов, сеть — десятки тысяч километров. И почти весь этот флот десятилетиями ездил с прямоточными туалетами. Масштаб проблемы измерялся тысячами тонн отходов, ежедневно попадавших на пути. Рельсы и крепления корродировали быстрее расчетного срока. Уборка станционных путей превратилась в постоянную, унизительную и опасную работу. Просто закупить вакуумные системы Индия не могла. Слишком дорого при таком количестве вагонов. И главное, не было и не могло быстро появиться тысяч пунктов слива по всей сети. Нужно было решение, которое не требует наземной инфраструктуры вообще. И его нашли не инженеры-механики, а биологи. Железная дорога объединилась с Организацией оборонных исследований и разработок, DRDO, и создала так называемый биотуалет. Работает он так. Под вагоном стоит не просто бак, а многокамерный анаэробный реактор. Внутри живет специально подобранный консорциум бактерий, которые разлагают органику без доступа кислорода. Отходы последовательно проходят камеру за камерой. Микроорганизмы перерабатывают их, и на выходе остается вода и газы. В основном метан и углекислый газ. Жидкость перед выпуском обеззараживается хлором. Твердых отходов на путях не остается. Самое интересное — сами бактерии. Исходные штаммы для этого консорциума были выделены из холодных сред, включая материал, привезенный из антарктических экспедиций. Такие микроорганизмы приспособлены к экстремальным условиям и сохраняют активность в очень широком диапазоне температур, от почти нулевой до жары индийского лета. Таких модулей установили сотни тысяч. Это один из самых массовых санитарных инженерных проектов в истории транспорта. Итак, обещание было такое. На выходе из биотуалета только обеззараженная вода и газ. На практике все оказалось сложнее. Независимые проверки и внутренние аудиты показали, что реальная степень очистки нередко заметно ниже расчетной. Причин несколько, и все они предсказуемые. Бактериям нужно время, а состав идет плотно, и содержимое проходит камеры быстрее, чем нужно для полного разложения. Микрофлора чувствительна к тому, что в нее попадает. Моющие средства, бытовая химия и брошенный в унитаз мусор просто убивают колонию. А еще пассажиры кидают в чашу тряпки, бутылки и пакеты, из-за чего камеры забиваются, и реактор превращается в обычную выгребную емкость. Отсюда жалобы на запах и на засоры. Вывод из этого сделали трезвый. Индия начала переходить на гибрид — вакуумный биотуалет. Вакуум решает проблему воды и обеспечивает мощный, чистый смыв. Биореактор остается, но работает в более щадящем режиме. А там, где инфраструктура позволяет, добавляют обычную откачку в депо. Проще говоря, страна прошла путь от биология вместо инфраструктуры к биология плюс инфраструктура. Куда движется отрасль в целом? 3 направления. Первое — замкнутые системы с рециркуляцией. Смывная вода очищается прямо на борту и используется повторно. Это позволяет уменьшить и запас чистой воды, и объем бака. Второе — телеметрия. Датчики уровня в баках передают данные заранее, и депо знает, какой вагон нужно обслужить, а какой можно пропустить. Это экономит время оборота состава. Третье — снижение веса, потому что каждая лишняя тонна под вагоном — это топливо и износ. И небольшой бонус про авиацию, раз уж вакуум пришел именно оттуда. Самолеты ничего не сбрасывают в полете. Баки герметичны и опорожняются только на земле. Знаменитый голубой лед, иногда падающий с неба, это исключительно следствие негерметичности клапана, то есть неисправности, а не штатной работы. Вернемся к тому, с чего начали.
к табличке на двери и раздраженной очереди в коридоре вагона. Эта табличка была не капризом проводника и не бюрократической глупостью. Она была маленьким памятником целой инженерной эпохи. Эпохи, которая честно верила, что достаточно разбавить проблему по 1000 километров пути, и она исчезнет сама. 100 лет эта логика работала. А потом кто-то сложил стоимость забитого балласта, коррозии мостов и риска для путевых бригад, и стало понятно, что счет все это время просто выставляли не туда. А дальше произошло самое интересное. Проблему решили 3 совершенно разными способами. Механикой, герметичным баком, физикой, перепадом давления, который выстреливает содержимое в трубу, и биологией, колонией бактерий, приспособленных к экстремальному холоду, которую посадили под вагон работать вместо очистных сооружений. И вот что забавно. Большинство пассажиров даже не заметили, что табличка исчезла. Никто не праздновал, не писал в новостях, не благодарил инженеров. Просто в какой-то момент дверь туалета перестали запирать на подъезде к городу, и все. Так почти всегда и выглядит настоящий прогресс. Не как салют и не как громкое открытие, а как тихое отсутствие проблемы, о существовании которой вы уже успели забыть. Если вам было интересно, напишите в комментариях, помните ли вы те самые поезда, где туалет закрывали на станциях, и как вы к этому относились. Поставьте лайк, если узнали сегодня что-то новое. Это лучший способ поддержать канал. Поделитесь видео с друзьями и близкими. Уверен, они об этом даже не задумывались. И подпишитесь на координаты неизвестного, чтобы не пропустить следующие истории о том, как устроен мир под нашими ногами. Спасибо, что были с нами. До встречи в следующем выпуске.